Когда вы изучаете что-то новое, очень важно, чтобы к вам относились с пониманием. Пониманием потребностей, пониманием того, что изучать что-то с нуля – это сложно, хоть и интересно. Пониманием того, что нужна необходимая минимальная практика на начальных этапах для того, чтобы можно было закрепить полученные знания, а не нагрузить теорией и потом в самом конце предоставить уже вот, пожалуйста, огромный проект, делая его с нуля, хотя фактически практических навыков у человека еще может совершенно не быть. Он просто прошел теоретический материал. И именно поэтому в моей образовательной инфраструктуре появилась эта бесплатная образовательная платформа для тех, кто изучает программирование. Изначально эта платформа планировалась как дополнительная площадка для моих студентов на Udemy, для того, чтобы они имели возможность где-то еще потренироваться, порешать какие-то дополнительные задачи, ознакомиться с дополнительными примерами и иметь возможность заниматься программированием, практиковаться, когда нет доступа к своему компьютеру, для того, чтобы была интерактивная среда, доступная из браузера или как приложение на телефоне, для того, чтобы можно было не прерывать процесс обучения, пока нет возможности заниматься на своем ПК и так далее. И со временем от идеи к воплощению получилась платформа, которая будет доступна всем, и моим студентам, и тем, кто самостоятельно пытается изучать программирование, студенты-программисты колледжев, университетов и так далее. Сейчас сделаем обзор платформы, что здесь есть интересного, но сначала вопрос, почему эта платформа бесплатная? Все просто. Первое – это узнаваемость моего имени. YouTube-канал Python Hub Studio, меня зовут Тукас Александр, платформа tukas.dev. Это возможность увидеть, что автор не просто что-то там рассказывает, а вы получаете информацию от человека, который умеет что-то делать реально. Также будем говорить прямо, это возможность для меня познакомить вас с моими курсами, в которых я помогаю студентам не только изучить, допустим, сам язык Python, а и научиться именно программировать, познакомиться со всеми концепциями Computer Science, которые нужны для того, чтобы уметь программировать, а не просто знать синтаксис, язык и так далее. Окей. А теперь давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Ссылка на tukas.dev есть в описании под видео. Итак, сайт исполнен как среда разработки. У него есть вкладки, сейчас мы на это посмотрим. Есть отдельно тренажер печати, онлайн IDE, упражнения с материалами, тестер регулярных выражений. И основная идея, чтобы все было в одном месте. Интерфейс сайта и все материалы доступны на 3 языках. В настройках можно выбрать тему оформления, давайте переключимся на Monokai, в том числе устанавливается как приложение на телефон. Здесь в настройках зашли на сайт с телефона, здесь есть кнопка, в том числе это можно установить на ПК и получится вот такой вид. На ПК вот так это будет выглядеть на телефоне в полном адаптиве. Итак, давайте пройдемся по тому, что здесь есть. Пробегимся по очереди. Первая вкладка – анонс моих курсов. Отлично. Дальше. Тренажер печати. Вставляете сюда код любой, клавиатура. Интерактивная, чтобы не подсматривать на физическую, но видеть, какой символ будет следующий. Тренируемся. Дальше. Онлайн IDE. На данный момент поддерживается 3 рантайма. Переходим Run Lang Libs. Здесь выбираем Python, JavaScript. Для Python дополнительно можем ставить библиотеки, Matplotlib, OpenCV и другие распространенные пакеты поддерживаются. Настройки самого редактора. Файлы. Можно создавать файлы. В общем, все как в обычной IDE. Отдельный рантайм под SQL. Здесь можно создать пустую базу данных, закинуть сюда через дроп какую-то существующую, имеется в виду файл базы данных SQLite. Допустим, создать пустую, все, здесь можно писать и работать с языком SQL. Как это работает? Уже был небольшой анонс в сообществе на YouTube, был вопрос. Здесь в онлайн среде разработки не используется серверное выполнение или хранение. Все происходит исключительно у вас в браузере, в виртуальной файловой системе, у вас в оперативной памяти. Вот это все файлы вашего проекта, которые вы сюда забрасываете, создаете, работаете. Это все управляется браузером, находится в оперативной памяти через WebAssembly. Вот здесь есть эта короткая справка, поэтому смотрите, когда работаете, что-либо здесь изменилось, появляется вот такое предупреждение. Это значит, что перед тем, как покинуть сайт, нажимаете на кнопку Zip. И все, что у вас здесь есть в проекте, выбираете, куда скачать как архивчик. Обратно можно закинуть точно так же, только без архива.
Или drag and drop, или вот кнопочки скачать тоже и загрузить обратно на ПК. В том числе, если здесь появляются какие-то артефакты, допустим, от библиотеки OpenCV, Matplotlib и так далее, их тоже можно скачать, в том числе и базу данных, которую вы здесь игрались, экспериментировали, тоже точно так же можно ее там download и так далее. Окей. Все находится в режиме вкладок, то есть все, что вы открываете, находится внутри сайта как отдельные вкладки. Дальше. Упражнения в конце посмотрим. Регулярные выражения. Закидываем сюда любой текст, который у вас будет как тестовый. Пишите регулярное выражение. Здесь все в онлайн рантайме подсвечивается, в том числе видно, какой участок регулярного выражения что нашел. Полная подсветка всех совпадений. В том числе здесь можно выбрать диалект. Python-Rap, Python-Regex, JavaScript, PHP Nginx и другие, которые в данный момент поддерживаются. И последнее. Упражнение. Все языки, Python, JavaScript, допустим, вот так. Здесь мы можем увидеть, они поделены на треки, то есть синтаксис, работа с API, тестирование с PyTest, допустим, то, что сейчас есть по поводу Python. Или открыть в новой вкладке, посмотреть их здесь. В том числе, допустим, что есть по синтаксису. Отдельно скажу, что сразу sidebar, вот эта область, в каждом разделе Activity Bar содержит свою навигацию, настройки и так далее касательно каждого отдельного раздела. Ее можно свернуть, открыв то, что вам необходимо развернуть, то есть высвобождать область рабочую так, чтобы это было удобно. Допустим, по работе с API. Первый запрос открываем, у нас здесь будет отображаться упражнение и вводная информация. То есть короткий референс по материалу, который нужен для того, чтобы порешать те задачи, которые относятся к конкретному топику. Топику первый запрос, query параметры, работа с категориями, пагинацией и прочим. То же самое касается и JavaScript. Допустим, выберу JavaScript. У JavaScript есть по синтаксису и по API. Точно так же первый запрос, JavaScript API. Так, Python закроем. Допустим, что касается конкретно этих разделов по работе с API, здесь используется тоже моя платформа, которая называется applearn.tukas.dev. Это тоже мой сайт, который специально создан для того, чтобы на нем обучаться браузерной автоматизации, работе с API, веб-скрейпингу страниц и так далее. Он фактически работает как независимая платформа, и его я создавал для того, чтобы у меня в дальнейшем была возможность писать курсы по соответствующим технологиям, не используя чьи-то, непонятно будут ли они дальше работать, сайты. Да, то есть есть отдельно там, где можно поработать с этим. Давайте на него посмотрим. Он полностью работает как интернет-магазин. Фейковый интернет-магазин, но полностью все работает действительно абсолютно так, как это выглядит и работает вживую. Сессии пользователей, авторизация и так далее. Каталог и прочее. То есть можно спокойно работать с браузерной автоматизацией. В том числе все покрыто отдельно через API. С полной документацией здесь. Супер. Но самое главное не в этом. Возвращаясь к изначальной идее. А именно иметь возможность начать практиковаться на начальных этапах. Есть огромное количество площадок, которые позволяют тренировать навыки программирования. Допустим, CodeWars – отличная площадка. Но, как по мне, не подходит для совсем новичков, потому что на начальных этапах, когда выучили только if и циклы, там довольно тяжело решить многие задачи. Плюс нет никакого контроля по ожиданиям того, что будет задача, а именно структурированная последовательность. Например, LeetCode. То же самое. Там задачи на алгоритмику уже для тех, кто довольно серьезно изучает программирование, и в принципе она даже имеет смысл, когда человек, изучив синтаксис, начинает уже реально что-то делать, специализироваться в какой-либо сфере, для того, чтобы улучшить свои алгоритмические навыки. А вот то, что касается, допустим, JavaScript или Python, пока что здесь на платформе можно начать решать задачи по синтаксису с самых азов. Проработать просто условия, краткий вводный материал для того, чтобы вспомнить, и поехали дальше упражнения, у которых есть само задание, начальный код для того, чтобы помочь сориентироваться, с чего начать. Да, первый пример он довольно простой. И дальше есть решение, сразу решение для того, чтобы после попытки решения посмотреть, как это можно реализовать. Условия 2 чуть посложнее, методы строк, цикл отдельно проработать, функции и так далее. Отдельно сейчас скажу для моих студентов
курсов на Udemy, которые смотрят это видео. Переключаться сюда, вот именно на начальный вот этот материал, синтаксис и так далее, вам сейчас не нужно. Почему? Потому что в курсе все есть, плюс там есть более объемные задания, которые я проверяю, там можно у меня спросить и так далее. В курсе все это есть подконтрольно, еще более подконтрольно, четко на своих местах, с моей поддержкой в случае чего. Да, курс по Python еще расширяется, сейчас я буду туда добавлять информацию по API. А вот что касается тестирования с PyTest, то это уже отдельная узконаправленная сфера, высокоспецифичная. Особенно, когда речь идет про тестирование API, допустим, что описано вот здесь. То в общем курсе по Python будет только вводная небольшая часть, для того, чтобы познакомить с базовыми принципами тестирования, просто потому, что это не всем нужно. Это отдельная узкая специализация. Поэтому можно будет заглянуть сюда. Супер. Кто уже успел немного потыкать эту платформу с моего прошлого анонса, напишите свое мнение под видео, мне будет интересно почитать. Возможно, сообщите мне о каких-то багах. Буквально вчера немного допилил адаптивный мобильный интерфейс, но тем не менее, это все-таки считаю, что первый релиз. Будет очень интересно услышать ваше мнение как в общем о платформе, так и о каких-то моментах, которые вы заметили. Особенно интересно, удобно ли на телефоне. Окей, мне будет приятно, если вы поделитесь этим видео или поставите ему лайк, напишите комментарий. Вы прекрасно знаете, что это способствует продвижению видео, мне будет очень приятно. И добро пожаловать в образовательную среду.